Здравствуйте, наши дорогие подписчики и зрители нашего канала. Сегодня я расскажу, как приготовить рыбный пирог. Пирог я буду готовить с минтаем. Мало кто знает, что эту рыбу можно готовить в пироге. А она получается в пироге очень сочная. Поехали! Для теста я беру 100 мл подсолнечного масла, 100 мл растопленного маргарина, 100 мл воды, 1 яйцо и чайную ложку соли. Все это перемешиваем. И добавляем сюда муку. Муки нам понадобится 500 грамм. Все это замешиваем. Тесто эластичное получается, не липнет к рукам. И очень быстро его делать. Ну и пироги получаются очень вкусные. Тесто вымесили. Все, теперь нужно ему дать отдохнуть. Накрываем его салфеточкой и отставляем в сторону. А теперь займемся начинкой. Для начала нарезаем картофель полукольца. Картошку порезали. У меня ушло на это 4 крупных картофелины. Теперь нужно подсолить по вкусу, кто как любит. И перемешать. Далее я беру филе минтая и нарезаю его кусочками. Минтай нам понадобится килограмм, ну плюс-минус 100-200 грамм, смотря у кого какой противень. Нарезаю такими небольшими кусочками. Минтай можно взять и целый, без головы потрошенный. Ничего страшного, если он будет целый. Также его будет вкусно и сочно. Вот такими порциями нарезаем. Рецепт этого пирога я знаю еще со времен перестройки. В 90-х годах было туговато с продуктами, а минтай был доступный. И мы делали пирог. Всем всегда нравилось, и вот до сих пор мы его готовим. Я научила всех своих родственников, все готовят, все любят его, всегда благодарят. Вот и вы попробуйте его приготовить. Все это нарезали. Солить рыбный пирог нужно чуть-чуть побольше, потому что если чуть-чуть будет недосолен, он будет пресноват. Далее рыбу нужно посолить. Примерно 2 чайных ложки. И хорошенечко перемешать. Лука я беру 2 крупных головки. Рыбный пирог должен быть сочный, и поэтому нужно брать лука побольше.
Лук нарезали, и его тоже нужно присолить, примерно чайную ложку. И хорошенечко его промять, чтобы он дал сок. Тогда при жарке пирога он будет очень мягкий, его не видно будет даже в пироге. Это для тех, кто не любит лук. Хорошенечко присолили и примяли. Присыпаем стол мукой. Отделяем большую часть теста, это будет низ пирога. Поменьше оставляем. И раскатываем. Тесто по этому рецепту получается очень вкусное. Оно не жирное, в нем нету разрыхлителя, ни соды, ни дрожжей. Поэтому очень вкусненько получается. Тесто выложили на лист и начинаем выкладывать начинку. На картофель выкладываем рыбу. И на рыбу выкладываем лук. Равномерно распределяя его по листику. И далее выкладываем на рыбу сливочное масло. Такие небольшие кусочки распределяем. Масло можно заменить маргарином, либо подсолнечным маслом. Вот таким образом. И самое главное, все это нужно дело поперчить. Хорошенечко поперчили. Готово. Все, осталось раскатать только верхнюю часть пирога. Раскатываем тоненько, чтобы пирог хорошо пропекся. Пирог залепили, теперь его нужно смазать желтком. А теперь самое главное. Внутри пирога нужно сделать небольшое отверстие, чтобы пар выходил наружу.
И в конце я посыпаю кунжутом. Выпекать пирог я буду в духовке при 200 градусах 40-45 минут. Ну, наконец, наш пирог готов. Как я его называю, пирог из 90-х. Сейчас я его разрежу и покажу вам в разрезе. Он получился очень сочный. Посмотрите, какой сочный он получился. Сок прям вытекает из него. Можно верхнюю крышку открыть. И кушать. Всем приятного аппетита. Пробуйте, наслаждайтесь моим рецептом пирога. До новых встреч!